Околиці села просто завалені знищеною російською технікою. Просто все забито знищеними уламками. Ну і величезну купу, кілька десятків, підкреслюю, десятків одиниць КАМАЗів, російських вантажних автомобілів, бронеавтомобілів, БТРів, танків захоплено. Це просто вражаюча картина масового знищення російських окупантів. Українські воїни проводять огляд. Ось тут у нас теж бійці є. Друже, пару слів нам розкажи. Так, от ми бачимо. Роздивляються. Вітаю. Вітаю. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звуть Роман. Позивний Подол. Дуже приємно. Ви, до речі, чомусь без шолому, а тільки в кіпі воюєте. Це так чому? Немного юморна ситуація. Побачте, будь ласка, я буду мало практики українською мовою. Хоча всього я вже вийшов в стадії людини, яка по закінченню цього всього лайна піде на курси, обіцяю піти на курси української мови. У меня ничего не может быть общего с людьми. У меня культуры даже. Я обожал когда-то, я не могу понять. Я когда-то обожал Толстого. Я обожал Лермонтова. Но там, поверьте, там уже даже нету наследников ни Толстого, ни Лермонтова. Тимуджин, Баорчу и тому подобное. Кем вы были, Подол, расскажите, кем вы были до войны, чтобы мы с вами познакомились? Вы воевали, имели какой-то военный опыт до 24 февраля? Нет, я не имел военного опыта. Я скажу более того. Наверное, меньше всего я мог бы когда-либо подумать, что я одену на себя военную форму и возьму в руки автомат, не то чтобы я был пацифистом. Но, честно говоря, во мне сейчас большая такая гамма чувств, вопросов, противоречий, почему я очень долго ждал. В принципе, я так долго ношу в себе то, что хочу сейчас сказать. Я думаю, вы поняли, я иудей. Я киевлянин. Я ходил в синагогу Бродского. И на сегодняшний день я пребываю в таком дружеском конфликте со своими братьями по причине. Они не могут понять реакции Израиля на происходящее сегодня у нас. Я пытаюсь объяснить, вы понимаете, эта страна 47 года, с момента своего зачатия, она пребывает в войне, ей есть о чем думать, она очень маленькая, но у вас получилось то, чего еще не получилось у нас. Мне очень, как еврею, хотелось бы, чтобы вы поняли, что здесь происходит. Что вообще такое слово денацификация. Евреи, как никто, должны это понимать. Вы понимаете, что блокируют города, где их тупо уничтожают, где женщинам на родильных столах отрывают ноги. «24 числа февраля я утром проснулся, меня разбудил мой брат по телефону. Сказал: дядя, началась война. У меня нету телевизора, принципиально я не смотрю телевизор. И вообще есть очень большое счастье для меня лично, что я встретил сейчас этого храброго и умного мужчину. Моего интервьюера, имею в виду. Я включил ноут, и я смотрю, вот этот боевой порядок летит вертолетов на мой город над Гостомелем. Честно говоря, это и к соотечественникам своим, к мужчинам. Если честно, я не совсем понимаю, какой бы статус вы ни занимали в этом обществе, каких бы взглядов вы ни были бы моральных.
Я не знаю, как подобное зрелище, когда меня спрашивают, почему ты здесь, я не могу понять вообще, как такой вопрос вообще можно задать. Может быть, я покажу вам свой флаг, под которым я воюю. Я его в кулечке ношу, чтобы не порвать. Чтобы не порвать. Вот это неожиданно. Перший жидо-бандерівський курень. Евреи никогда не вернутся больше в гетто. И Масада больше не пойдет. Это моя Масада. Это мои братья, которые заслужили свободы этими двумя Майданами. Это вообще парадокс. Они имеют право на свободу. Может быть, мы еще не совсем научились ею пользоваться и доверять эту свободу, да, какому-то локомотиву, как мы часто ошибались. Но мы достойны свободы, и я не постесняюсь. Мы обращаемся к вам, к людям, имеющим этот опыт свободы. Израиль, как никто, имеет право на свободу. Это государство, это номер один. Свобода и Израиль – это номер один. Право иметь свое государство и Израиль – это номер один. Это мое личное мнение. Как киевлянина коренного. Помогите нам. Вы достойный пример. Мне бы хотелось, чтобы вы нам помогли. А мы постараемся не оплошать. Дякую, друже. Лехайм. Честно сказать, просто потрясающе. На месте этого разгрома российской колонны вот такой услышать настоящий гимн свободы и обращение к народу Израиля за поддержкой. Роман, честно скажу, я впечатлен. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. И вам за вашу работу. Я Спасибо, со всем дорогой. уважением. Спасибо. Спасибо. Да. Вот мы думали снять про разгром колонны. Получилось рассказ о том, как люди без военного опыта идут защищать свободу Украины. Вот это вот уничтоженная российская колонна, одна из многих, которые уничтожены здесь, в Гусаровке. Вот она стала просто фоном для таких благородных и прекрасных слов.